Здравствуйте, уважаемые наши зрители! Ко мне все чаще обращаются родители, которые сталкиваются с ситуацией травли их ребенка в школе. Из-за чего это происходит? У современных детей произошла подмена понятий. Что такое сильная личность? Для них сильный человек тот, которого все слушаются. И, конечно, первым делом с детьми надо работать в направлении, что сильный – это не тот, который все слушаются, а тот, который может прийти слабому на помощь. Это, конечно, работу должны делать и родители, и классный руководитель. Второе. Приведу пример из личного опыта. У моего сына был классный руководитель, который уделял внимание больше поведению детей, чем успеваемости. Классный руководитель был очень внимателен ко всем детям, к их поведению и выдавал грамоты за то, чтобы кто-то помог другу, кто-то помог вписаться в коллектив новому члену. Ребенок, у которого не получалось с кем-то дружить, вдруг наладил связи и научился дружить с каким-то человеком, который у него не получалось. Она все это подмечала и давала грамоты именно за успехи в дружбе. И это привело к тому, что дети дружат до сих пор, когда от школы прошло очень много времени. Что делать ребенку? Тут работа должна быть по нескольким направлениям. Первое. Я предлагаю такую работу, как шпионский дневник. Ваш ребенок составляет психологический портрет на каждого из учеников его класса. То есть заводятся тетради, где каждому уделяются свои листочки. Приклеится фотография ученика и рассказывается о характере его, о том, что он любит, когда день рождения. В общем, всю информацию, которую он может о каждом ученике в классе набрать, он заносит в этот дневник. Конечно, в этой работе вы должны ему помогать. Ни один ребенок с такой сложной работой самостоятельно не справится. Еще один аспект. Когда нас задевают, мы обычно выдаем два типа реакции. Либо это агрессия, то есть мы говорим «сам такой», либо это неуверенное поведение, человек как бы погружается в себя и уходит со своей обидой в сторону. То есть избегание конфликта, избегание неудачи. Эта стратегия не работает, она не приводит к нужному результату. Задевающее поведение, оно понижает оценку человека, и в момент, когда вас задевают, вам трудно что-либо сообразить и правильно ответить. Для этого нужно прорабатывать ситуации, когда ребенка задевают, дома. И тут две реакции. Либо частичное принятие, сейчас расскажу, что это такое, либо отшучивание. Ребенок может сделать так. Ему сказали: «Ты что, дурак?» Он говорит: «А сколько сейчас времени?» Ему говорят: 2 часа дня, например. Тогда он говорит: «Да, я дурак в 2 часа дня по понедельникам, а в остальные дни я очень умный, талантливый, сообразительный». Это метод частичного принятия. Вторая – просто отшутиться. Тут дело в том, что это должна быть добрая шутка, без агрессии, без сарказма. Например, одного мальчика, знакомого, все время дразнили и показывали ему, крутя пальцем у виска. Мы с ним оттренировали такую фразу: «У тебя что там, завод кончился в голове? Ты подзаводишься?» И когда ему очередной раз покрутили у виска, что он типа сумасшедший, он выдал эту фразу, весь класс засмеялся, и больше никто не пытался ему это показать. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Удачи вам с вашими детьми и с их проблемами.